Привет, гайс! Сегодня будет достаточно большой ролик. Я собираюсь пройтись по абсолютно всем локациям и составить тир-лист из этих локаций по фарму БП. Также в этом видео будет тир-лист по фарму валюты и еще один тир-лист, где будет комбинация и денег, и фарма БП. Кстати, каждая локация у меня разобрана более подробно в отдельных роликах. Кому интересно, можете посмотреть. Суть ролика в следующем. Я беру локацию и рассказываю о ней самое важное. Потом распределяю ее по тиру, то есть уровню, можно сказать в соотношении с другими локациями. Чем выше тир, тем локации естественно лучше и наоборот. Я вот думаю, с чего бы начать. Давай сделаем следующим образом. Я начну с тир-листа локаций по фарму БП. Потом будет список по фарму, ну а после него и общий комбинированный список. Расскажу еще в каких условиях я все это проверял. А проверял я это на мастерках с вот такой снарягой на всех локациях, Сатурн и Сашка. Также зачастую я играл ночью или почти на АФК серверах, чтобы проверить, сколько же максимально можно выжить из каждой локации. Единственное, я не брал во внимание бафы кланов и шампанское. Так что технически, если вы фармите в топ-кланах и с шампусиком, то прибавляйте к моим максимальным значениям еще около 20%. Также и с ветеранками. В этом случае наоборот убавляйте от моих максимальных значений порядка 30%. Я лишь буду говорить среднее и максимальное значение на мостах, с премом и без других бафов. Все результаты основаны на моем личном опыте. Итак, приступим. В тир-листе по фарму БП я буду основываться на оценках по таким параметрам. Безопасность фарма, количество фарма, то есть максимум, который можно выжать на локации, эффективность, то есть конкуренция и другие факторы, которые могут помешать, и доступность локации или способа. Оценивать буду по 10-бальной шкале, все кроме количества фарма. Там оценка будет по количеству максимального уровня, которое можно делать в этой локе. Но данные оценки не прямо влияют на расположение локаций, есть еще и субъективное суждение. Данные цифры по локациям предоставлены скорее для ознакомления и сравнения их с другими некоторыми показателями, так как цифры примерные и я не проводил прям огромные логические и математические сравнения. Итак, начнем с болот. Тут даже без колебаний ставлю ее в D-тир, так как это очень слабенькая локация. Максимальное количество опыта, которое тут можно делать на болоте, это 4 уровня в час. Лучше всего фармить споты людей около вражеской базы, так как с них больше всего падает. Вот примерно области, где можно фармить. Здесь для сталкеров и здесь для бандитов. Локация на мастерках достаточно безопасная и без конкуренции. Переходим дальше. Следующая локация для разбора это будет кордон. Я поставил ее в A-тир. На этой локации можно максимум фармить 11 уровней в час, и плюс она достаточно безопасна на мастерках. Да и конкуренции тут немного. Фармить здесь эффективнее всего мутантов, так как за них сыпет больше опыта, чем за людей. Да и их самих достаточно много. Области для фарма я выбрал вот такие. Здесь больше всего мутантов. А если взять конкретно по мутантам, то больше всего опыта дают кабаны и хрюшки. При конкуренции здесь можно фармить около 8 уровней в час. Далее я разобрал бы кузню. Безусловно ставлю ее в S-тир, так как на данный момент это вообще самая лучшая локация. По опыту БП здесь можно фармить и 20 уровней в час, если конечно вам хорошо повезет, и вы попадете на АФК сервер. Реальные же или среднестатистические значения будут около 10 уровней в час. Самым эффективным способом фарма БП здесь является фарм людей около золотых спотов. В идеале, если это фракционные споты, а не зевкасовцы. Еще здесь можно фармить БП на сигналах и прикопах. Будет получаться около 8 уровней в час, но зато безопаснее, чем фармить споты. Естественно, здесь обязательно использовать схроны. Из минусов этой локации я бы отметил только высокую конкуренцию и большое количество врагов. Но в целом на данный момент это топовая локация. Давайте в следующей локации рассмотрим отражение и объезд. Они идут вместе, так как они одинаковые по структуре, как и другие локации, которые вы видите. То есть, к примеру, лес вместе с ямой, так как лес за сталкеров это аналогичная локация яма за бандитов. Так, вернемся к отражению и объезду. Я ставлю их в B-тир, так как там по уровню выходит меньше, чем на том же кордоне. Максимально можно сделать от 8 до 9 уровней, в реальности будет около 6-7 уровней в час в среднем. Фармить тут лучше всего комбинации обычного фарма, установок и спотов и сигналы. Локация это будет побезопаснее, чем та же кузня, но ПКшеры все равно часто сюда приходят, особенно после выброса. Я бы не рекомендовал идти фармить дальше за био,
лучше на своей стороне. Дальше давайте разберем свалку. Я бы поставил ее в A-тир, так как это достаточно неплохая локация, где можно делать 15 уровней в час. Но к S-тир она не дотягивает из-за конкуренции и опасности данной локации. В идеале здесь можно делать 15 уровней, но на практике получится только около 9-10 уровней в час, так как даже на мостах тут достаточно много людей, включая врагов. Лучше всего здесь фармить споты мутантов и людей, но людей только противоположной фракции, то есть если вы за сталкеров, то фармите бандитов, а если вы за бандитов, то фармите сталкеров. Споты военных и санитаров не рекомендую зачищать, так как за них дают меньше всего. По маршруту я бы рекомендовал бегать кругами, поставив по дороге схроны. Фишка в том, чтобы фармить людей, так как за них за сам спот дают 50 гарантированного опыта, в отличие от 25 за мутантов и других людей. Проблемы с этой локацией также возникнут при выносе, так как придется выносить через бар, где всегда война, ну либо через лес, но это дольше. Да и там тоже часто бывают ПКшеры. В целом локация неплохая, но все же с минусами, при которых она не дотягивает до топа. Давайте разберем такую локацию как бар. Я ставлю ее в D-тир, так как это достаточно проблематичная локация, и я вообще не вижу ни потенциала, ни перспективы в этой локации. По уровню здесь можно делать около 4-5 в час. Но минусом является большая конкуренция за и так малое количество спотов. Да и еще постоянная война на этой локации. Фармить тут без разницы, что лишь бы оно было. По деньгам эта локация вырвется вперед, а по БП имеем что имеем. Давайте дальше возьмем приток шахты. По уровню БП я бы поставил их в C-тир. На самом деле здесь довольно много способов фарма БП, но все они не так много дают, как хотелось бы. Начну с первого способа. Это фарм людей на аванпостах. Суть в том, чтобы фармить людей как на кузне. То есть рядом с аванпостами в нашем случае. Просто бегаешь и зачищаешь все споты, что спавнятся. Да, таким образом можно сделать около 7 уровней в час, но это фигня. Ведь это достаточно опасно, так как везде бегают враги. На практике же получится делать около 5 и меньше уровней. Второй способ это фармить протки. На них можно сделать около 4 уровней в час и плюсом выносить денежку. Да и это достаточно безопасно, если фармить на своей стороне. Главное складывайте самое ценное в схроны. Еще одним актуальным способом фарма БП здесь будет фарм сигналов и прикопов в комбинации. Просто берешь несколько саков и лутаешь сигналы, когда они есть. А если их нет, то лутаешь прикопы. А если ничего нет, то можешь и протку лутануть. В такой комбинации может получиться около 5-6 уровней в час, и это относительно безопасно. Далее у нас стартовые локации, такие как барьер, храмовая топ и другие. Я вот думал, куда бы их приструнить, либо в D-тир, либо в C-тир, и решил все-таки в C-тир поставить. Хоть здесь и можно фармить 4-5 уровня в час, но плюсом, который перевел их в C-тир, была безопасность, в отличие от того же бара, так как стартовые локации не так часто ПКшат. Фарм уровня тут идет за счет сигналов и области с кабанами. Если сигналов нет, то фармишь кабанов. Вот и все. Задерживаться тут не будем. Возьмем, к примеру, сейчас Темную долину, то есть Черные Ивы и ее аналога Агрокомплекс. Я бы поставил их тоже в A-тир, так как уровня там можно фармить 11 в час при идеальных условиях и 8 в час где-то с конкуренцией. Плюсом, безусловно, является то, что на мостах сюда редко приходят ПКшить. Что я рекомендую здесь фармить, так это споты мутантов, кроме собак и тушканов. Из людей обязательно зачищайте базу военных, как только она спавнится, потому что за нее дают достаточно много опыта. Что же по поводу самих лагерей военных, это уже на ваше усмотрение. Если по дороге попадаются, то можно и зачистить. Область для фарма в Темной долине я бы выделил вот эту. А вот сюда я вообще не хожу. А в Агрокомплексе вот эту область. Следующую локацию, которую я хотел бы поставить в Б-тир, это будет лабиринт. Он очень близок по своей сути к отражению, разве что единственное там неэффективно фармить сигналы и прикопы. Лично я приоритетом ставлю помощь ученым и потом установки. Если ничего из этого нет, то тогда фармлю протки. При идеальных условиях тут можно сделать около 8 уровней в час. Но большим минусом будет то, что это очень населенная локация, и тут постоянно ПК-шеры и драки. Так что на практике будет выходить около 6 уровней в час. Но зато здесь много денег. Давайте дальше возьмем путь дураков и армы. Я бы поставил их вместе с лабиринтом и отражением в Б-тир. Фармить здесь можно около 7 уровней в час, но минусом является то, что сами споты находятся далековато друг от друга и приходится дольше бегать. Также еще одним важным минусом является то, что здесь очень часто ПКшеры сидят и лазят. Причем неважно, мастерки это или ветеранки, так что это существенный минус. На практике здесь будет получаться около 5-6 уровней в час. Хотя я тут подумал, и беря в учет все минусы, я перемещу их в C-тир.
Не отходя от темы, рассмотрим могильник и мертвый город. Их я размещу в Б-тир, повыше армов и ПД, так как эти локации будут чуточку побезопаснее. Их тоже покажут, но чуточку поменьше. Да и сами они приносят больше из-за того, что споты очень близко друг к другу. По уровню здесь можно делать около 8-9 уровней в час, если мешать никто не будет. Но с конкуренцией будет в среднем выходить около 6-7. Единственным минусом я бы отметил то, что убрали базы. И теперь, чтобы вынести, приходится идти через армы. Через точки, где покажут. Конечно, можно и через лес выносить, но там переход в бар тоже не очень-то безопасный. Так что вот так вот. Но в целом эти локации будут получше, чем армы и ПД. Не отходя далеко, сразу рассмотрим лес-яму. Я бы кинул их в С-тир, так как они похожи по своей сути на ПД и армы. Уровня там немного, получается около 7 уровней в лучших обстоятельствах. Минусами, естественно, являются ПКшеры. Да и конкуренция присутствует. На мостах немного, а на ветеранках душно. В целом я бы выделил вот такие области по фарму в лесу и вот такие в яме. Там самое большое количество спотов сосредоточено. Итак, остались Затон и Лима. Я, наверное, их буду сразу обе рассматривать. Достаточно проблематично их определить в какой-то конкретный тир. Так как вроде можно много оформить, а вроде и нифига. Вроде можно делать и 15 уровней в час, но это тоже спорный вопрос. Я бы хотел их закинуть в 2 верхних тира, но выбрать что-то одно не могу. Тогда я, наверное, знаете, сделаю так. Если брать данные локации при фарме в соло, то я размещу их в Б-тир. Потому что в соло это достаточно проблематично в плане фарма локации, постоянные драки, замесы, конкуренция и ПВП. Соло здесь получится около 8 уровней в час выносить, примерно. Тут уже больше фактор влияет на вынос, чем на других локациях. А если вы играете в пати, то я бы переместил эти локации в A-тир. Потому что в пати они достаточно хорошо фармятся. Да и плюс это намного безопаснее, чем соло. Я лично Затон в пати не фармил, но предполагаю, что тут можно будет делать свыше 10 уровней в час, стабильно, если ты в пачке. Сейчас я подумал, что может закинуть их в S-тир, но все же передумал, так как не дотягивают они. Но с другой стороны, они и для A-тира слабоватые. Я на самом деле разместил их, если в пати, то между S и A-тиром, а если в соло, то между A и B-тиром. Так будет идеально. Но фармить тут, естественно, лучше всего людей, то есть монолитовцев или зомби. Это все, что касается списка локаций именно по фарму опыта, не беря в акцент деньги или барта, а только опыт. Напомню, что максимальные значения были на мастерках и с премом, плюс на пустых серверах. Это максималка, которую можно делать, среднее значение я тоже указывал. А вот что касается фарма под клановыми бафами и шампанским, считайте сами, это элементарная математика, где нужно добавить 20-30%. В случае же с ветеранками, то наоборот, отминусовать от моих значений около 30%. Я думаю, с этим вы сами разберетесь. Такое же правило будет касаться и следующих тир-листов. Вот так и вышло. Друзья, напоминаю, что более подробные разборы каждой локации есть у меня на канале отдельно. Давайте еще рассмотрим эту таблицу, которую я составил. Она не соответствует списку из тир-листа, так как она далеко не идеальна, точнее неправильное распределение веса баллов в каждой категории, ведь по факту количество опыта должно иметь больший вес, чем какая-то доступность или эффективность. Надеюсь, понятно объясняю. Но приведу пример. Если сравнивать болото с кордоном, общий балл у них почти одинаковый. Но вы же не пойдете на болото фармить, так как на практике вы будете там делать максимум 4 уровня, а на кордоне 11 можно сделать. То, что на болоте безопаснее, чем на кордоне, не делает эту локацию лучше. И то, что на болоте нет конкуренции, в отличие от кордона, тоже не делает ее фактически лучшей локацией. Это лишь цифры как общий показатель. Мне просто нужно было на самом деле иначе построить эту таблицу, точнее придать более правильный вес по категории. К примеру, все остальные, кроме количества фарма, можно делить на 2. Что я только что и сделал. И как видите, теперь распределение стало более логичным. Но это такое, не сказать, что сильно важно. Почему здесь уже 35 максимальная оценка? Все из-за формулы расчета, по которой выходит максимальное количество баллов, это 35. По итогу я скажу, что самая лучшая локация по фарму БП это безусловно кузня. За ней следует кордон, ивы и агрокомплекс со свалкой. Остальные локации для фарма БП слабенько подходят. Но это не значит, что там нельзя качаться. Можно, просто будет поменьше. А в некоторых локациях будет опасней, а на некоторых безопасней. Стоит учитывать и эти факторы тоже. А теперь мы переходим к тир-листу по деньгам. Итак, локации по фарму денег. Тут многое изменится в этом списке. Так, давай для начала я все скину на самый верх. И будем от самых худших локаций постепенно идти вверх. Учитывать я буду все те факторы, что и раньше. Но теперь разве что вместо опыта БП будут деньги. Повторяться я во многом не буду, так что только к важному.
Ну или если методика фарма изменилась, то тоже упомяну. Начну я с самых низов, то есть с D-тира. И туда я поставлю болото, это логично. Фармить тут денег можно с натяжкой 200 тысяч в час. Да и то, если повезет, что выпадет блок данных. Основной упор я бы делал, конечно, на фарм сигналов. Далее кордон агрокомплексе Темную долину я, наверное, кину в C-тир. На этих локациях плюс-минус получится одинаковое количество денег. Просто фармите споты и лутайте сигналы. Сигналы это вообще на всех лоу-тир локациях большой источник денег. Здесь примерно получится 300 тысяч в час, с фармом сигналов. Следующая локация это, наверное, будет свалка. Я ее тоже кину в C-тир. По деньгам здесь получится примерно то же, что и раньше. Но плюс опасность. Кстати, локация же опасная, и сигнальчики со спотами особо не пофармишь. Так что кину я ее все-таки в D-тир. В час на ней можно будет делать около 200 тысяч, но учитывайте, что это идеальный вариант. Давай дальше яму лес в C-тир определим. Здесь можно делать около 300 тысяч в час, также с сигналами. В принципе, сюда можно отнести и могильник, так как по деньгам здесь примерно то же самое. Разве что на могильнике немножко побольше из-за того, что споты рядом. Вообще на вот этих всех локациях лоу-тира большую роль в доходе играют сигналы, так как их можно комбинировать со спотами. Чуть выше я поставлю армы и ПД, так как здесь получится денег побольше за счет того, что протки можно лутать. Так как здесь денег получится больше за счет того, что тут протки можно лутать. И хорошим способом будет комбинировать их сигналами. 500 000 в час тут уже можно делать. В принципе, как и в баре. Хотя в баре на самом деле будет поменьше, так как самих проток и так мало. Плюс конкуренция, и спотов мало, и сигналов нет. Так что бар я поставил бы вообще в C-тир. Далее в B-тир я хотел бы закинуть стартовые локации, так как фармить там особо нечего. Но в принципе можно делать деньги, если собирать хлам для убежища и продавать его на аукционе. И плюс комбинировать это с сигналами. За час получится около 500-600 тысяч. С A-тиром уже посложнее. Я, наверное, поставлю сюда Лиманск, Затон и Кузню. На всех этих локациях можно делать от 600 до 800 тысяч в час. В Кузне все плюс-минус понятно, за ходку в 20 минут можно выносить около 200 тысяч, то за час можно примерно делать чуть более 600 тысяч. А вот Затон и Лима посложнее, так как опять-таки эти локации нужно разграничивать на соло и пати. В соло на них будет получаться около 600-700 тысяч в час. Но в пати уже можно оформить побольше, это где-то около ляма, я думаю, можно делать. Далее S-тир. Я, наверное, его так и оставлю. Начну с отражения и объезда. Тут можно делать около 800 до ляма валюты в час, если комбинировать с сигналами и устами. То есть лутаешь все усты, какие есть, потом, когда ничего нет, берешь сигналы. На притоке способов побольше. Первый способ это фармить только протки и иногда сигналы, если нет прота. Так будет получаться около 600-800 тысяч в час. И второй вариант намного прибыльней. Это лутать хлам для убежки и продавать его на аукционе. На этом способе вообще свыше ляма можно делать спокойно. И последняя локация это лабиринт. У меня бывало так, что я выносил по пол-ляма за 20 минут. Но это редкость, но возможно. На практике здесь достаточно большой разброс, от 800 тысяч до ляма 200 в среднем примерно. Так как эта локация опасная, то это тоже нужно учитывать. Приоритет по фарму это помощь ученым, далее установки и потом прото. Вот видите, в чем прикол, локации поменялись в сравнении с фармом БП. То есть те, на которых можно было делать много БП, теперь внизу, и наоборот. Те, на которых мало можно было делать БП, по деньгам они лидируют. По поводу денег, то табличка выглядит вот так. Тут я ничего не заменял, кроме оценки количества фарма денег, ведь по сути все остальное по локации остается одинаковое. Ставил я оценки по структуре, сколько денег максимум в 20 минут можно делать на той или иной локации, в максимальном варианте. К примеру, на лабиринте можно делать пол-ляма, значит это будет 50 из 50. Если будет выходить 100 тысяч, то это будет 10 из 50 и так далее. Результаты вот такие у меня вышли, кому интересно. А вот с более правильным весом каждой строки. Делаю упор именно на фарм денег. Подробно об этом я уже рассказывал в тир-листе по фарму БП. Как видите, здесь в тир-листе локаций, которые были акцентированы на фарм БП, спустились на дно, так как денег они не приносят, и наоборот. Это тоже стоит учитывать перед тем, как вы выбираете локацию, для фарма БП или для фарма денег. Имейте это в виду. Но следующий тир-лист покажет, какие локации хороши комбинации по фарму БП и по фарму денег. Так сказать, золотая серединка. Итак, третий тир-лист, он у меня уже создан, слишком много времени тратить на него не хочу. Суть его в том, что это список по локациям, где можно неплохо делать денег, но и в придачу можно покачать опыт. Начнем, пожалуй, с самых худших. Это D-тир. Сюда я отнес стартовые локи, бар, яму, лес и болото. Это самые неэффективные локации, у которых нет изюминок или преимуществ над другими, кроме безопасности в некоторых.
Далее в C-тир я отнес Кордон, Свалку, Темную долину и Агрокомплекс. Данные локации уже получше, здесь можно прокачать опыт БП, но вот по денежке здесь не так много выйдет. В B-тир попали такие локации как Кормы, Путь Дураков, Могильники и МГ. Достаточно спорный тир на самом деле, очень похожая ситуация как в C-тире, только наоборот. А стали они выше только потому, что больше веса для меня имеют деньги, а уровень БП там не настолько ниже получится. Хотя, учитывая то, что доход денег будет за сигналы, то опыта еще меньше выйдет. Тогда можно переместить их вообще в один тир с такой логикой, вот так. В A-тире расположились Затон и Лима. Локации достаточно хорошие по фарму БП и денег, но минус то, что слишком опасные и душные, поэтому не топ. А вот в S-тир расположились как по мне лучшие локации, в комбинации по фарму денег и БП. Это объезд, отражение, приток, шахты, кузня и лабиринт. В этих локациях можно как хорошо поднять денег, так и опыта БП попутно. В общем, локации топчик, и каждый найдет из них свою любимую. А вот таблица последняя. Тут, конечно, общие результаты не совсем корректны, так как нужно немного иначе рассчитывать, но для общего понимания, думаю, сойдет, чтобы представить, на какой локации можно неплохо фармить денег и валюты. Более точный список — это тир-лист, что я составлял в данном случае. А на этом со списками заканчиваем. Что я хочу сказать в заключение, а мне есть что сказать. Первое — это то, что эти результаты являются среднестатистическими для мастерок. Если у тебя не получается делать столько же или наоборот больше, не нужно тут писать, что я пиздебол. Мои данные упираются на статистику и среднее значение, ну и плюс максимальное. Если вы играете в других условиях, там, к примеру, ветеранка или топ-клан с бафами на фарм и плюс шампусик, то естественно данные будут отличаться. Все данные, что я предоставляю, лично мной проверены как на АФК серверах, так и на общих. Но я что хочу сказать, выбирайте локацию, которую сами хотите, точнее выбирайте локации по перспективе, хотите ли вы фармить только деньги или вас интересует только фарм БП. Если вы хотите золотую середину, то вот для вас локации по этому поводу. Вообще это сейчас лучшие локации для всего, и арты можно хорошие найти, и денежки поднять, и БПшку вкачать. Много говорить здесь уже не хочу, кто понял на протяжении ролики, что ему нужно, тот понял. Упомяну, что у меня есть Twitch канал, где я скоро опять начну активно стримить. Еще есть телеграм-канал с новостями и розыгрышами, и есть Бусти с Патреоном. Так что если тебе понравилось видео, ставь лайки и подписывайся на канал, это мотивирует меня работать дальше. Кто не смотрел весь ролик, то вот тир-листы и списки по всем 3 видам. На этом мы прощаемся, всем спасибо за просмотр и пока.